Этот выпуск изменит ваше понимание о себе и о вашем здоровье. Я пригласил эксперта по психосоматике Нурлана Несипбая, который раскрыл секреты хорошего самочувствия. Сегодня люди не улавливают свои чувства. Он не понимает, это агрессия у него, злость, обида. Мы затронули все сферы жизни. Самый лучший способ раздеть женщину – это снять с нее всю ответственность. Поняли, как психосоматика влияет на личную жизнь. И когда муж зарабатывает 500 тысяч, он говорит, мой муж. А если он будет 5 миллионов зарабатывать, он будет общий. Обязательно досмотри этот выпуск до конца и участвуй в конкурсе от Нурлана. Не забудь подписаться, поставить лайк. Приятного просмотра. Вам, как всегда, повезло. Вот я просто поговорил с этим человеком минут 20, и я понял, что сегодняшний подкаст будет просто сказка. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. Для меня это важно, и это крутое подтверждение для меня и моей команды. Сегодня начинаем наш подкаст с намерением дать вам максимальную пользу. У меня сегодня специалист по психосоматике Нурлан, человек, который пропустил через себя более 4000 человек. На личной консультации. Да, вот можете немножко о себе так рассказать, чтобы познакомиться? Всем огромный привет. Ассаламу алейкум. Меня зовут Нурлан. Я женат, у меня 5 детей. Родился, вырос в Алматы. Корни у меня с Кызылорды. 3 года и 8 месяцев специализируюсь в данном направлении психосоматики. Психо – это мысли человека, соматика – это тело. За этот период времени я в день от 5 до 12 личных консультаций проводил. И в итоге 4470 человек – это те люди, на которых я лично повлиял. Давайте сегодня попробуем сделать то же самое в этом выпуске и повлияем максимально, дадим большую пользу, дай бог. Я начну с себя. Мне просто самому очень интересно. У меня проблемы с носом. У меня, получается, я даже операцию сделал, но что-то не помогло. У меня нос забит все время. Да, забитый нос говорит о том, что тело на бессознательном уровне не дышит в полную грудь. То есть сильный мозг, голова, которая сейчас находится здесь и сейчас, она начинает переживать за то, что будет завтра, послезавтра и так далее. На основании этого появляется определенный страх. И нет, чтобы Арману дышать в полную грудь, его тело на бессознательном уровне, здесь внутри появляются отеки. А когда это все отекает, дышать становится тяжело. Это, знаете, мы люди такие существа, что нам обещают дождь в пятницу, и мы во вторник уже ходим с зонтиком. Да. То есть люди, они такие. Это единственные существа на Земле, которые боятся того, что еще не произошло. То есть иллюзии. И эти страхи, они у нас идут с детства. То есть сознательно мы же понимаем, что не умрем, с ума не сойдем. Если прокатиться туда-назад в детство, до 7 лет, есть маленький Арман, который сильно испугался. И он не просто испугался, он оказался слабым. И этот маленький слабый Арман внутри вас застрял. И каждый раз, когда триггер срабатывает, ваше тело на бессознательном уровне откатывается и испытываете страх. Но если это переходит уже в гайморовые пазухи, начинается жидкость накапливаться и так далее, то тут есть момент, когда вы сильно устаете, вы внутренне можете злиться, стиснув зубы на человека. Внутренне осуждаем, зачем так, почему ты так делаешь и так далее. Но с виду делаете вид, что ничего не происходит. И когда вы злитесь, стиснув зубы, вы замечаете, что энергия накапливается здесь. И вся отрицательная информация осуждения, она в пазухах, в жидкости накапливается. Если вы это сразу отпустите, эта жидкость просто стекет, когда будете спать и так далее. Но если вы будете продолжать эти грязные мысли крутить, это превращается в гной, потом пазухи накапливаются, и утром просыпаетесь, голова гудит, гайморит начинает напрягать, и Бог просто говорит, не суй свой нос куда не надо. И займись собой. И нужно проработать страх, нужно проработать моменты реагирования оптимально на ту или иную ситуацию. Потому что опасности нет. Есть люди глупые, голова сильно не работает, но все получается легко и просто. А есть люди умные, шарят, но сложно все идет. Потому что есть небольшое недоверие Богу, переживание, волнение, страх оказаться тем маленьким. Поэтому очень важно найти. Если аллергическая реакция, то в носу происходит. Я же не знаю, мне нужен диагноз. Да. Если аллергическая реакция, это раздражение. То есть чаще всего у людей, у которых есть аллергия, это люди, которые в детстве часто видели, как мама с папой ругаются. Его внутренний мир делится на два. Папа тащит в одну сторону, мама в другую сторону. И вырастает этот человек, когда происходит триггер, подобная ситуация. Его тело делится напополам, и одна сторона с другой начинает воевать. И здесь появляется раздражение. Раздражаясь, у него аллергия появляется. Но чаще всего люди, страдающие аллергией, они говорят, я в Дубае, у меня же нету аллергии. В Турции у меня аллергии нету. Я говорю, да, хорошо. Ты в Дубае, Турции что делаешь? Отдыхаю, все включено, кайфуешь, да. А ты, говорю, на работу устройся, появятся триггеры, напряжение, и у тебя и в Дубае, и в Турции будет аллергия.
Делали эксперимент, видели. Недавно вышел мультик «Головоломка». Мгм. Гениальный, я считаю, мультфильм, Да. который вот просто описывает все эмоции. И я начал видеть часто в интернете, что большинство людей отмечают эмоцию тревожность. Как Мгм. будто бы тревожность стала такой, знаете, эмоцией, которая сейчас у большого количества людей. Не зря же вот даже книги пишут «Век тревожности», да, называют. Давайте немножко раскроем тему тревожности. Что это такое и как ее лечить? Тревога, если упростить, это просто страх. Страх что-либо потерять. Страх потерять здоровье, страх потерять то, что вы имеете и так далее. Но здесь, если логически подойти, все, что вы имеете, это же не наше. Через 100 лет кто-то будет в нашем доме жить, кто-то будет пользоваться нашей машиной, и наши дети будут где-то. И все то, что у нас в жизни появляется, она от Бога нам дается. И когда мы ее присваиваем, говорим, это мое. В момент, когда приходит ситуация, что мы можем ее потерять, мы боимся. То есть присваивая имущество Бога себе. Поэтому идеальный вариант – не присваивать. Тревога, страх – это крик эго. Душа человека, она вечная. Но эго, оно умрет вместе с телом. И каждый раз эго кричит, мы здесь все умрем и так далее, и так далее. И поэтому человек не просто так тревожится и боится. Значит, у него в подсознании есть какой-то опыт. Если его опять перемотать его жизнь назад, мы видим, где в детстве он оказался в какой-то критической ситуации. Где папа бил маму. И вы пытались защитить маму, и у вас не получилось. И папа там отшугнул вас, ударил, и вы всю жизнь боитесь оказаться в такой ситуации. Или вас забыли в садике, или куда-то вас отвезли к бабушке с дедушкой. Мама хотела сделать аборт, там, сестренка родилась, и остался без внимания. И вот эти страхи, они оттуда с детства идут. Если найти, где человек этому научился переобучить, у него страха не будет. Например, приходит женщина и говорит, у меня страх летать на самолете. Турбулентность, все остальное, меня все напрягает, я все ору, кричу. Даже бывает, что самолет еще не двинулся, я начинаю об этом думать, уже меня с рейса снимают. И вот приходит на консультацию, делает приятный вдох, закрывает глаза. Знаете, где мы ее нашли? В внутриутробном состоянии, 8 месяцев. Мама беременная, папа пьяный, пинает ее сзади. Самолет капсула. Живот мамы тоже капсула. Такая невесомость. И когда папа пнул, качнуло. И каждый раз, когда самолет качается, ее тело на бессознательном уровне откатывается туда. Хотя умом понимает, что по статистике самолеты наименьшее количество аварий бывает. Умом понимает, но тело реагирует неоптимально. Значит, здесь сознательно разбираться не надо. Здесь нужно лезть в подсознание, отключать сознание и вытаскивать, где человек этому научился. Выявили инстинкты решения вывода, переобучили, вытащили 45 минут. Звонит через 3 дня на Мальдивах. Нурлан, я долетела, полет был шикарный, страха не было. Тревога, страх – это отсутствие защиты же. А первая защита в жизни человека еще и папа. И когда у ребенка до 7 лет есть претензии к папе, такие люди всю жизнь, Бог им внушает страх. Поэтому очень важно проработать корни родителей. Все психологи об этом говорят, выглядит как чушь, но сила рода папы, она все равно идет. Когда ты с папой, с мамой в классных отношениях, у тебя прям прет снутри, ты идешь, куда бы ты ни пошел, у тебя страха нет. Люди, у которых папы были холодные, у них руки холодные, у них ноги холодные, они сутулые, у них все время в критических ситуациях тревога, страх и так далее. Поэтому надо найти, где человек этому научился, и переобучать. И отношения с отцом выстроить. И многие, конечно, скажут, отца уже нет, он умер и так далее. В физическом мире его нет. Но нужно обязательно залезть ему в голову, а в голове образ папы же стоит, и вот с ним отношения выстроить. На это есть четкие техники, инструменты. Конечно, если человек живой, можно все исправить. А есть ли какие-то техники, которые можно вот прямо сейчас нам передать зрителям, чтобы они могли как-то самостоятельно что-то обнаружить, что-то убрать, увидеть? Да, эти техники я продаю на курсах, которые стоят 1,5 миллиона. Вот. Но вашей аудитории и тем, кто смотрит, давайте дадим, потому что обещал, что мы будем полезны. Смотрите, в первую очередь человек должен сесть и начать письмо писать папе по ночам. Ночью он пишет. Так. Когда он ночью пишет, у него логика слабенькая. И повторяя 7 дней подряд ночью, прописывая, она у него в подсознании садится. То есть он ночью написал, утром сжег. Эти техники у психологов есть, но мы ее отрегулировали так, чтобы это было, чтобы иерархия соблюдалась, и каноны шариата соблюдались, и это было очень экологично. Что пишет? В первый пункт: можете ли вы меня простить? Чаще всего бывает такое: папа, ты меня извини за детство, я тебя тоже извиню и так далее. Иерархия здесь не соблюдается, потому что ты уже не пойдет. Приказная форма «прости, извини» тоже не пойдет.
Поэтому здесь наименьший, наэкологичный момент, который нужно выдать, это можете ли вы меня простить, если я не оправдал ваши надежды. Можете ли вы меня простить, если я не смог быть хорошим сыном или дочерью. Можете ли вы меня простить мне за это, за это, за это. И когда он 7 дней пишет, она, повторяясь, подсознание садится. И тело на бессознательном уровне начинает играть роль сына и дочери. Ведь его позиция играть роль сына и дочери. Если роль сына и дочери не играется, то он потом всю жизнь ищет предназначение, смысл жизни, я не могу найти себя и так далее, потому что его нет на месте. Бог ему хочет дать, но его нет на месте, он ушел. Он учит маму, папу, он осуждает отца, критикует маму и так далее. Где-то в глубине души. Сознательно мы все. Мама – это рай, папа – это там а покопаешься чуть-чуть, все избегают, внутренне есть какие-то претензии, не могут даже сказать, что они любят, не могут поблагодарить. И вот второй пункт – нужна благодарность. Например, как можно папу поблагодарить? Папочка, хотел бы вас поблагодарить за кровь, которая во мне течет. Жестко, прям конкретно. Папа, я хотел бы вас поблагодарить. Если бы не вы, мама бы меня одна не родила. Папа чувствует значимость, важность. У казахов говорят, «Өлер забумать, тырыбаймать». Пока родители не будут довольны, Всевышний не будет доволен, это аят в Коране. И вот, и когда вы начинаете впадать в позицию сына, играете роль сына или дочери, в этот момент страхи уходят, тишина какая-то, в голове шума нету, сила рода папы с правой стороны начинает притягиваться, сила рода мамы, нағашылардың күші начинает идти. И в этот момент человек, за что бы ни врал, не взялся, у него все легко и просто получается. Сильно. А это вот, в любом случае, даже родители живы, все нормально, Да, тоже пишешь. если родителей нет, то это письмо нужно 40 дней. И вот кульминация во всем этом. Ты же 7 дней написал, сжег, Да. все легко же. Надо 8-й день приехать к отцу, потому что у тебя есть чувство. И у чувства есть адрес, это папа. Поставить стульчик или картину и говорить стульчик-картину – это не экологично и неправильно. Кого мы будем обманывать? Себя, Бога, папу. Поэтому нужно поехать к папу, посадить его на диван, сесть на колени, взять за руки, глядя в глаза ему снизу вверх. Все, что вы 7 дней писали, готовились, подготавливались, ему это в глаза проговаривать. И здесь многие люди скажут, я не могу, у меня с ним такие отношения. Не поймет в моменте, не поймет, да. Вдруг у него будет инфаркт или инсульт и так далее. Мы за чувства отца не отвечаем. Мы отвечаем за свои действия. Поэтому наша задача играть роль сына и дочери и сыграть это. Потому что это точка роста. И точно такое же письмо маме. То есть я правильно понял, что 7 дней по вечеру, я когда перед сном, когда уже у меня ум засыпаешь, успокаивается, да. я пишу папе сообщение, письмо, где есть 3 пункта, да, важных. 2 пункта. Можете ли вы мне простить и хотел вас поблагодарить. Да. И после 7-го дня я уже на 8-й день прихожу к нему в жизни. Садитесь на колени. Сажусь на колени и ему в лицо говорю все, взяв за руки, глядя в глаза, ему проговаривать. Мне папа первый раз, знаете, что сказал? Он говорит, ты что, обкурился, что ли? Он еще заматерился, говорит, что, обкурился, что ли? И я говорю, как так? И эту технику я первый раз в жизни 3,5 года назад, когда деятельность эта начиналась, применю. И я встал, ушел и не могу понять. И пошел к ребятам, кто духовно занимается. Они говорят, твоя задача процесс. Результат тебя не должен волновать. Я второй раз прихожу, он говорит, в цирк уехал, клоуны остались. Что за фигня? Ты что, говорит, повеситься хочешь? Только 3-й раз я понял, что я вышел с одного места у папы. И во мне течет кровь папина. Даже если он мне в лицо плюнет, это будет увлажняющий крем для моего лица. Если встанет и будет писать на голову, бальзам для души. Я и так оттуда вылез. И когда я в позиции сына пришел, а не в позиции, там, я духовно расту и так далее, в позиции сына, в этот момент, сынок, он мне первый раз в жизни за 39 лет, сейчас мне 42, в 39 лет он первый раз в жизни мне сказал, Балам. Я у бабушки, дедушки вырос, и меня Балам не называли. И вот и с мамой то же самое. С мамой вообще индийское кино было. Я сам на индуса похож. Сейчас давайте зафиксируем. Я вот просто хочу остановиться, вот чтобы было реально полезно. Давайте вместе сейчас, ребят, 7 дней по вечеру напишем папе вот такое вот письмо. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я чувствую здесь какую-то огромную энергию, которая просто какого-то другого уровня. Я Давайте думаю, попробуем. будет лучше, если вы еще не просто напишите, а это письмо напишите, отметите Армана, я не знаю, хотите, можете меня отметить, и в Инстаграме у себя выложите, и начнете делиться со своими родными близкими. Потому что нам нужно здоровое окружение нужно, нам нужен здоровый Казахстан, нам нужно здоровое поколение. Поэтому пока мы корни не вылечим, а корни – это мама с папой. Дальше куда-либо идти, искать, мы даже $1 000 000, если мы заработаем, мы внутри будем испытывать страх, волнение, переживания. Вы же согласитесь, что счастье не в деньгах? Ну да,
Те, кто просто без денег, они думают, что если я заработаю, буду счастливым. На самом деле счастье не в деньгах. А в Деньги – чем? это просто инструмент. Счастье – это когда ты внутри чувствуешь себя спокойно, уверенно, комфортно. Счастье – это когда ты улавливаешь момент здесь и сейчас. Счастье – это когда ты прошлое принимаешь как жизненный опыт, а будущее – просто иллюзия, которая еще не произошло. То есть смысл жизни – уловить момент здесь и сейчас, получить удовольствие от подкаста, а не сидеть думать, как я сейчас по пробке поеду домой, что я потом скажу родителям, как я буду там вести себя завтра на то и там у родственников и так далее. Это еще нет. Зачем мне за это переживать? Поэтому мне нужно сейчас получить удовольствие от процесса беседы. Офигенно. Мне 100% нужно быть согласен. здесь и сейчас. 100% согласен. Так, теперь возвращаемся к маме. Да, Что маме делать? то же самое. Тоже 7 дней. Один в один, 7 дней пишет, 7 дней сжигать. 8-й день отдельно от папы, но с папой проработали, потом пришли к маме. Ну, что, сейчас, наверное, в эфире очень много людей скажут, я маму проработал, папу проработал. Давайте сделаем тест. Проработан папа или нет? Да, как То есть, если это женщина, молочница, киста яичников, какие-то женские заболевания, миомы, страхи, поясница болит, в области груди все время какая-то тревога, волнение и так далее, финансы не складываются, мужчина притянулся неблагодарный, там всю жизнь в жизни появляются какие-то нездоровые, неправильные мужики и так далее. Это признаки того, что папа не принят. То есть есть еще над чем работать. Мама – это когда у вас нереализованные мечты. Мама – это когда вы не принимаете себя. Больная самооценка. Это худоба, это лишний вес, это больная щитовидная железа. Это когда у вас проблемы с кожей. Это благодать, которая в дома уюта нету и так далее. Это все мама. Если вы мужчина, у вас есть претензии к жене, почему там то, это не так и так далее. Это, в первую очередь это претензии к маме. Потому что женщина дома, которая находится, от того, что она дома не убралась и не приготовила кушать, ты же не умрешь, с ума не сойдешь. Уберись сам, приготовь. То есть, если она даже уберется приготовить, у тебя будет претензии, почему так хочешь и так хочешь. Если в глубине в душе покопаться и в подсознание пойти, это претензии к маме. Конечно, не согласятся, но в итоге наше подсознание формируется до 7 лет. И там 50% мама, 50% папа. И они должны быть у нас. Если их не было, то опять отсутствие. И у вас в жизни опять не притянется здоровый партнер, мужчина или женщина и так далее. Всю жизнь будет претензий. Все, на 8-й день едем к маме, делаем то же самое. То же самое. Ожидания выключаем. Да. Дадут они обратную связь, не дадут, нас не волнует. Наша задача, процесс, это сделать. Практика номер 2. После вот этой ситуации с папой попробовать сделать то же самое для мамы. Да. И ожидания отключаем, не говорим тут, что из этого получится, давайте этот опыт просто проживем. Но мне, по моим личным каким-то сейчас ощущениям, это что-то очень крутое, и в этом есть какое-то благо, прям большое чувствуется. Вот это называется квантовый скачок. После того, когда человек это делает, у него внутри скачок происходит. На внутренних вибрациях человек внутренне начинает ощущать энергию этой жизни. Он начинает понимать, у него какой-то, как будто пелена какая-то снята, он всю дорогу был в каком-то гафлях, сон какой-то. Живет, ну вроде живет, но в то же время не живет. Как будто какой-то сон, он все время в крысиных бегах, не может найти себя, туда пойдет, купит одежду, думает, сейчас будет счастье, 2 дня походит, опять что-то не то. То есть больная самооценка, все это идет от родителей. Давайте дальше. Интересно, вот мы поговорили про тревожность, да, и у нас оттуда так выстроилось круто. Про страх то же самое, да, плюс-минус одно и то По же. сути, структура всех проблем, тревог, обид, чувства вины и так далее, структура одинаковая. Все там с детства идет. Но именно как проявление, допустим, Да. чувство вины. Вот, допустим, Чувство вины. да. Например, женщина купила себе платье и возит ее в багажнике неделю. Не может домой занести. Потому что енешка будет мозги парить. Муж скажет, ты что опять на всякую фигню деньги тратишь? И у него срабатывает чувство вины. Чувство вины базируется в области груди, в области сердца. Вроде снимки делает, к врачу ходит, сердцем все в порядке, а здесь что-то тревожит. Это чувство вины. И вот виноватый человек, он плохой человек. Плохой человек достоин наказания. И такие люди на бессознательном уровне притягивают очень много проблем себе в жизни. Болезни, какие-то неудачи, аварии и так далее. Потому что он же плохой, а плохой достоин наказания. Например, есть люди, которые воруют большие деньги, но при этом за это их не наказывают. Потому что нет чувства вины. Этот мир, вселенная не опознает, кого наказывать, кого нет. Человек сам подсознательно выпускает вибрации вины, и все тираны, агрессоры, структуры, которые должны наказать, привлечь к ответственности, они начинают тянуться туда. Вот сидит инспектор по налоговой,
Сидит, у него раз что-то ёкнуло внутри, ну-ка дай сюда проверю, и начинает, и прямо вас находит. Это как в Америке было исследование, взяли фотографию 10 девочек и пошли по тюрьмам, по всем штатам. И спросили у маньяков, кого бы вы изнасиловали. И 90% мужиков фотографию первый раз в жизни видят, показали на одну женщину. Потому что у нее внутри чувство жертвенности. И тираны, они видят жертву. Они не на уровне глаз, там, анализа какого-то, у них чувство прям тянет туда. Когда подтягиваются вот такие люди, тираны такие и так далее, это чувство вины. Это жертвенность, это чувство вины, это какие-то нездоровые вибрации. А вот можно вопрос? Вот, допустим, у меня есть такая штука, чувство вины, и оно у меня проявляется так, что у меня, когда во время каких-то вот таких событий, вот здесь вот схватывает дыхание. Да, это да, вот эта да, ситуация? Да, это чувство. Да. От горла до пупка блуждающий нерв есть. В этом блуждающем нерве возникают травмы. Они как эмоции там застревают. То есть медицина сканирует, смотрит, рентгены, МРТ, ничего нету. Ну да, что-то Но есть. в критической ситуации раз она проснулась. Да, у кого-то вот, ком в горле, да. у кого-то живот сжимает. И вот это чувство, оно где-то с детства. Когда срабатывает триггер, вы раз откатываете. И если у вас срабатывает чувство вины, сейчас найдите маленького плохого Армана до 7 лет. Мама ругает, или соседка отчитывает, или воспитательница, папа где-то читал. Вчера у меня был парень, он говорит, я облизнул мороженое в 3 годика у соседского мальчика. И папа мне по шее надавал. И папа, для него это было, ударило по его достоинству. И он говорит, сынок, не бери никогда чужое и так далее, потому что у него внутри есть, и он это бессознательно передает сыну. И сын сегодня духовный деятель, он крутой чел сейчас в Казахстане, он известный, имя не буду говорить, но он всю жизнь пытается доказать, что он хороший. И у него есть чувство вины, потому что у него пипец агрессия внутри. А агрессия подавленная, она бьет по желчи. Желчь, горечь же поднимается. И он всегда терпение, ты хороший, давит это все. И у него потом желчь отрезали. Настолько, и вот да. психосоматика болезни желчи, камни желчи, там желчь переполняется и так далее. Это подавленный гнев. И вот и он пытается быть хорошим. Но это чувство плохое, оно у него с детства в подсознании сидит. И сознательно он себя никогда не выиграет, он всю жизнь будет бороться. Он себя будет разрушать изнутри. И когда мы нашли его в детстве, в 3 годика, когда папа его отчитал, он рыдал, я не знаю, сопли, слюни, вот так вот все текло, слезы. Проработали, вытащили, папу оправдали, потому что папа же не хотел обижать, унижать. Конечно. И я говорю, теперь стань папой, смотри на маленького себя и говори, и скажи мне, папочка, хотел ты обидеть, унизить, оскорбить? Но он говорит, нет, я в целях воспитания это делал. Он сам от папы говорит. А теперь, говорю, стань собой и глядя на папу. Можно папочку простить? Он говорит, да. Я говорю, теперь говори. И он мысленно в голове, с закрытыми глазами представляет папу и говорит, папочка, я тебя прощаю. И у него ком в горле исчезает. И с тех пор уже это чувство вины прошло. И чувство вины уже прошло несколько недель. Чувство вины он не испытывает. Потому что у меня тоже постоянное ощущение, что я должен быть хорошим. Но обязательно. Вы не можете быть хорошим или плохим. Потому что, Арман, вы уникальны. Сетчатки глаз и отпечатки пальцев свидетельствуют о том, что таких, как вы, нет, не было и не будет. Вот когда человек понимает свою уникальность, он выстраивает истинную стратегию жизни. Так, как понять свою уникальность? Сетчатки глаз и отпечатки пальцев свидетельствуют, что вы один в своем экземпляре. Не, это 100%, но именно... Но когда вы оцениваете себя, он хороший, я плохой, или я плохой, он хороший, пошла оценка. Сама самооценка, оценивать, это уже греховно. Потому что оценивать себя нельзя. А самооценка должна быть здоровой. Вы можете себя сегодняшнего сравнить вчерашним. А завтра сегодняшним. Вот честно, это же многие кто говорит. Да. Но по факту это не прям работает, если честно. Вот 1000 рилсов в инсте, там где говорят, сравнивай себя со вчерашним, да, круто. А вот практически есть какая-то вот практика, которая может позволить... Вот у меня проблема с самооценкой. Я все время себя съедаю. Нужно понять. Да. Есть 4 вида компенсации больной самооценки. Первый – это покупатель. Человек себе покупает тачку, машину, и когда кто-то приходит, говорит, блин, классный шмот, классная машина, он гладит себе самолюбие, говорит, да, я классный. День-два проходит, никто уже лайки, комментарии не дает, он идет новую машину покупает, больная самооценка. Кто-то развлекает. Он шоу, стендап, Сабурова, КВН, МВН, все учит, заучил, приходит и в кругу приколы постоянно кидает. И люди смеются, откликаются, лайки, комментарии пошли, он гладит самолюбие. Прикол не прошел, у него будет депрессняк, неделю-две будет. Он пересмотрит опять все стендапы. Больная самооценка.
Третий вид – это достигатор. Это человек, который достигает какого-то уровня, и все ему лайки, комментарии, он говорит, я красавчик и так далее. Неделя-две, никто внимания не обращает, он опять идет к какому-то достигаторству. Это опять больная самооценка. Да. Четвертый вид – это угождатель. Человек угождает кому-то, хочется показаться хорошим. Больная самооценка. Он должен, не угождая никому, такой, какой он есть, чувствовать себя. У него в сердце есть чувство. И если он в мыслях думает, ой, мамочка меня не одобрит, а папа скажет, что я плохой мальчик, и поэтому я сейчас это не буду делать, пойду так, и вы живете не по своим чувствам. То есть то, что вы до этого сказали, что информации много, но это все информация. Знание – это когда вы не просто знаете, а применяете это в жизни. Поэтому оценивать себя с кем-то, сравнивать – это запрещено. А четвертый какой вид? Угождать. Угождать. Покупать, развлекать и достигать. Эти 4 вида, на этом держится весь маркетинг всего мира. Маркетологи на этом играют. Там вот у них там так, хочешь это, чтобы друзья завидовали. И вот на этом играют. И люди бессознательно идут на поводу. Да. Ну, а как сделать так, чтобы это было по-здоровому? Пришел, увидел рубашку, понравилось. Кому понравилось? Мне понравилось. Чувство откуда? От Бога. Деньги в кармане, мирской удел кто дал? Бог дал. И у меня мысль появилась, надо купить. Ради того, чтобы люди что-то сказали, или ради того, что это Нурлану нравится. Я ради Бога пошел, рубашку купил, и похрен кто что скажет. В прошлом выпуске, который у нас был посвящен теме секса, у нас участвовала эксперт Мадина Арзумова, которая подарила вам 5 доступов к курсу своему про там, секс и так далее. Вот эти победители, их комментарии, ну, посудить сами, они прям прописали, все это будут теперь практиковать. Чьим-то мужьям повезет. А мы смотрим продолжение нашего выпуска. И тут, кстати, тоже будут очень щедрые подарки, поэтому смотрим до конца. Как понять свою уникальность? То есть какие есть тут моменты, вот как найти комбинацию вот этих Вот сейчас это все делают, да, то есть это прям такой тренд, да, говорят, аутентичность, да, нужно свою найти, то есть свою уникальность божественную, да, как раз, то есть там, где легко идет. В самом начале, когда ты еще прям только начинаешь, самый лучший способ это попробовать все, да. Потом есть момент какой-то, когда ты попробовал уже все, примерно где-то получилось, а потом ты такой в состоянии непонятном. Как тебе новую комбинацию собрать из того, что получается? На самом деле у человека есть мозг и сердце. И многие бизнесмены, крутые люди, они живут по сердцу. Чуйка. В моменте раз поймал, действует. Но многие люди живут по уму. Да. То есть сердце первые секунды начинает действовать. Мозг включается со второй, с третьей секунды. Да. Поэтому, когда та или иная критическая ситуация, или какой-то выбор, или что-то происходит, ты должен слушать свое сердце. А мозг потом варианты подкидывает. Мама сказал, папа сказал, люди не одобрят, что будут говорить, хейтить будут и так далее. Если ты на мнение других людей смотришь, значит, у тебя больная самооценка. Если ты слышишь свое сердце и делаешь так, как тебе нравится, но при этом не нарушая рамки дозволенности, и экологично. Например, вы мне занозили. И у меня внутри появилась обида. Я скажу, Арман, ты что, охренел, что ли? Ты меня занозил. Экологично? Нет. Но если я скажу, Арман, я по своей глупости от ваших вопросов немного обиделся на вас. Поэтому хотел бы сказать, давайте так, вот так, вот так, вот так. Экологично? Экологично. Да. Сказал обиду и в то же время выстроил свои границы. Да. Человек уникальный, он живет по своим чувствам, а не по чувствам других людей. Мы это говорим, то есть специалисты, психологи об этом много говорят, много показывают, но люди не могут услышать, потому что мы на разных языках. Поэтому вам огромная благодарность, которую выступает от лица народа и пытаетесь отфильтровать весь разговор и в простой форме донести людям и так далее. Супер. Поэтому такой мостик среди людей. То есть очень много людей, например, есть гора высокая, и люди духовные, шарящие, они там наверху ходят. И 95% людей, может даже и больше, они блуждают. И посередине есть гиды, которые помогают людям выйти. Но для того, чтобы выйти им вверх, выйти в люди, там, финансовая независимость, здоровье, чтобы было в порядке, взаимоотношения были классные, у них должен быть запрос сознательный. Но основная масса людей же не хотят меняться. Если они не хотят, мы с вами при чем здесь? Поэтому кто хочет, они к нам приходят на обучение, на тренинги. Если он не готов в свою душу инвестировать, почему мы с вами должны страдать, к примеру? Поэтому есть запрос, работаем, нет запроса, каждый живет так, как хочет. Поэтому в сердце, в груди человека есть кальп, это сердце. У этого кальпа есть кулп, это замок. У замка есть ключик.
Если этот ключ подобрать, замок открыть, то можно выйти на другой уровень жизни. А что является ключом? Знаете, нет такого универсального ключа. Каждый должен свой ключ найти. Бауржан Момушулы говорил, что Всевышний Творец, Бог, Создатель Аллах, каждому дает мозги, но не каждому дает сердце. Поэтому очень важно в этой жизни услышать сердце. А Байкунамбаев говорил, что ваш мозг должен быть верным рабом вашего сердца. И в сердце вся истина. Через сердце мы выходим на подсознание. Там есть все вопросы, все ответы. Там есть решение всех проблем. И поэтому они говорят, лучше без денег, зато ровно, чем с деньгами кончено. И они это в глубине души испытывают. И многие женщины хотят, чтобы их мужья зарабатывали. И когда муж зарабатывает 500 тысяч, он говорит, мой муж. А если он будет 5 миллионов зарабатывать, он будет общий. Лучше 500 мой, чем 5 миллионов общий. Это ее страх внутри, бзык, и не позволяет расти мужу. И у мужа свои тараканы внутри. И у каждой проблемы есть внутри вторичные выгоды. Какие-то страхи, фобии. Человек умом хочет, а фактически не получается. Говорит, подсознание может все, но почему в моем случае не работает? Потому что есть нерешенные вот эти установки внутренние. Мой такой кейс. Я, допустим, начинаю какой-то проект. Вроде его вот прям душой и сердцем хочу. Расписал все, прям кайфую. Вот правда, хочу его сделать. И в какой-то момент жму по тормозам. А вот смотрите, вы же чувствуете что-то и жмете по тормозам. Вот вспомните какой-то один из проектов и спросите, если бы этот проект стартанул, чем бы это было для вас опасно? Вот если вы от ума будете отвечать, то ум будет блуждать. Да. Что первое пришло, Ну это вот, разорвусь по времени. Да, то есть Армана не хватит, он заболеет, устанет, потом не будет хватать времени ни на жену, ни на детей и так далее. Страх. Бог видит. Поэтому Арману что нужно сделать? Остановить проект. Он не понимает умом, почему он останавливает. Но подсознательно есть страх. И тут есть как бы два варианта. Можно согласиться с этим, а можно это проработать. И по сути и так правильно. Можно согласиться отпустить, и потом в следующий раз, когда вы к росту придете, вы опять в потолок этот упрете. Короче, будет повторяться. Да, то есть когда у вас в жизни испытание приходит какое-то, и вы из него не получили воспитание, как урок не извлекли, оно у вас будет всю жизнь повторяться. Поэтому лучший вариант оттуда извлечь урок, взять человека, с ним проставить по своим местам. У меня, например, очень много крутых ребят, чиновников, политиков, первые лица, там недавно уже были ребята там с охраны, оттуда. И приходят и говорят, вот если я руководителем стану, чем опасно? Я спрашиваю. Он говорит, хочу руководителем стать, не получается. Я говорю, что будет? Он говорит, то будет, это будет. Раз бзык убрали, тык-тык растет. То есть лучшие телеведущие, лучшие там специалисты в этом и так далее. Короче, у казахов есть такое выражение. Пережохтын, перешайтан. Учителя нету, человека, который тебя будет вести до определенного уровня, то тебя будет сам сатана вводить, твоим ментором будет, наставником. Поэтому, когда вы находите человека, за него цепляетесь, он вас доводит до уровня. Когда вы доросли до его уровня, поблагодарили, пошли, находите себе другого наставника, идете дальше. И когда вы дорастаете, у вас в жизни появляются эти люди. 100%. Если этих людей нет, то значит вы не доросли. То есть надо вот здесь что-то извлечь. На это нужны как раз такие люди, которые понимают квантовую физику, эту квантовую механику, как работают внутренние вибрации, обиды. То есть специалист нужен. Ну-ка, давайте вот про эту тему поговорим. Уже вот эти все слова, квантовая там физика, квантовое сознание, квантовый скачок, ассоциируются с чем-то таким уже желтым, чем-то каким-то, знаете, вот таким избитым, чем-то нетвердым. Несерьезное это что-то. Ну, потому что люди не умеют это применять в жизни. Да, вот можно свое определение и потом, какие нужно тут знать базовые какие-то законы. Да, давайте к деньгам. Да. Да, деньги – это энергия. Вы это знаете. Но большинство людей знает, что деньги – это куча бумаг, которые решают определенный вопрос. С деньгами они крутые, они блатные, пар прет, я большой человек, оттуда пришел и так далее. Но деньги – это просто кусок, ну, если, например, сейчас отключить всем Каспи, те единицы, они уже никак не будут работать. Просто цифры. Ну, январские события возьмем, все, что было в электронной валюте, все куда-то пропало. Отключили мобильную связь, все, гаджеты, они теряют смысл. Ценность всему этому даем мы. Но деньги – это инструмент для достижения цели. Деньги – это некая энергия, которая помогает вам быстрее стать счастливее, круче, и процессы ускоряет. То есть через деньги Бога можно больше любить. Потому что ты больше будешь в состоянии довольства и благодарности, нежели ты без денег, голодный и так далее. Ну, это для 98% людей вот эта информация говорится. Но люди духовно сильные, далеко которые ушли, они не парятся о деньгах. Они просто хотят, у них это в жизни появляется.
Поэтому что хочу сказать. Наше внутреннее состояние зависит всего того, что у нас внутри в жизни происходит. Все, что с нами сейчас происходит, это результат наших подсознательных целей. Подсознательно это тонкие мысли, вибрации, которые происходят не в момент, когда мы логически пытаемся решить вопрос. Это когда мы долго ходим, ложимся спать, просыпаемся. Сознание не так сильно работает, логика. Там в душе, в сердце какие-то процессы происходят. И когда там вопрос решается, страхи и фобии убираются, и в этот момент у него в жизни начинает получаться. То есть квант – это частица мысли или частица света, это частица дерева, частица воздуха. Квант – это частица. И эта частица ведет себя, исходя от того, как человек себя ведет. Как до этого мы говорили, человек испытывает вину. Она у него отражается изнутри, и испытывая вину, у него включается жертвенность. А когда жертвенность включается, тираны просыпаются. Муж, который никогда не кричал, мужчина никогда не кричал, не орал, по отношению к жене, к нему хочется накричать. У вас, наверное, тоже бывает в окружении люди, вроде ты со всеми мягко, классно, и один человек пришел, и охота ему жестко сказать, блин, ты успокоишься, нет? И это чувство Бог дает, потому что Он достоин этих чувств. Прикиньте. И вот эти мысли, которые в голове, как вибрации происходят, они срабатывают. И точно так же деньги, материальное – это состояние души. Знаете, вот как некая паутина. Ты сидишь довольно благодарный, и эта паутина притягивает все хорошее, интересное, возможности и так далее. Страхи, обиды, фобии, чувство вины, раздражение, осуждение, какие-то нездоровые мысли в голове, они будут в жизни притягивать. То есть, например, вы осуждаете афериста. Ваши аферисты в вашей жизни все время будут появляться. И Бог вас не заберет с этой жизни, пока вы в его шкуру не попадете. Нежданку вас подставят случайно, пока вы туда не попадете, вы из жизни не уйдете. Поэтому осуждать – это страшная разрушающая энергия. Сегодня деструктивная критика, осуждение другого человека больше жизни забрала, чем все мировые войны. Это думать плохо о ком-то. Но ты же думаешь о нем плохо, исходя не из того, что ты откуда-то это придумал, она же у тебя внутри же есть. Угу. И вот когда вот то, что у тебя внутри есть, и она начинает отражаться в людях, и ты начинаешь их притягивать. Угу. Если ты внутренне оправдываешь этих людей, не знал бы он так не делал и так далее, эти люди в жизни у тебя пропадают. То есть, какие мы изнутри, оно начинает отражаться во внешнем мире. То есть, все, что у нас раздражает в жене, это наши непринятые качества. Ну, например, какие качества людей вам не нравятся? Ну, как пример, чтобы людям было полезно. Да. Не нравится, когда врут? Врет. Да. Теперь скажите, Арман, вы можете убить человека? Ну, нет. Случайно, сбили. Ну, да. То есть, внутри есть маленький Арман, убийца. Да. Но не убийца еще больше. Да. Ну, вы стараетесь этим не пользоваться. Ну, да, не дай Бог, чтобы Аллах испытывал. То есть, покушение на детей, жену или что-то еще, там ты, защищая, можно все что угодно сделать. Например, тут раз была драка, один ударил другого и в челюсть попал, тот умер. Хотя он защищал себя и жену. Толпа напала, он одного ударил, и в итоге он 8 лет отсидел. И вот он не хотел убивать, но просто так получилось, что дошло до этого. А украсть можете? Украсть? Да. Чужое взять? Нет. Нет. В интернете кино смотрите? Да. Смотрите онлайн бесплатно. А, Бывает? да. Это пиратские фильмы же. По идее, да. И мы, не осознавая это, воруем. Ага. А было ли когда-нибудь, что вы врали? Врал? Да. Да. Но сейчас старайтесь не врать. Ну, да. Да, старайтесь быть честным, экологичным, верно? То есть вы себе не позволяете врать. Да. Но когда кто-то врет, вы же ему тоже не позволяете врать. Да. И это вас напрягает. Да. Потому что вы себе не... А если бы этот человек знал бы то, что вы знаете, если у него были бы те же возможности, тот же духовный рост и так далее, он бы так делал? Он бы так не делал. Значит, он не знает. А если он не знает, вы его оправдываете, и вам становится легко внутри. Смог объяснить? Да. То есть каждый раз, когда в ком-то что-то вам не нравится, вы знаете, что у вас это тоже есть, потому что вы это увидели. Например, если человек вам удобный, он хороший. Да. А если он неудобный, то он плохой. Да. Интерпретацию кто дал? Мы Я, дали. Да. Но если мы с другой стороны нейтрально посмотрим на этого человека, этот человек нейтральный, он не плохой, не хороший. И ему статус даем мы. Кто мы такие осуждать? Его Бог еще не забрал в ад или куда-то еще. Мы, опережая Бога, начинаем этого человека осуждать. Конкуренты Бога на земле получаемся. Люди, которые осуждают, это конкуренты Бога на земле. Уже не Поэтому один раз слышал это, лучше ну его нафиг, чем фиг его знает. Да, 100%. Поэтому извини, если чем-то обидел, пожалуйста, прости, я пошел дальше.
То есть лучший вариант экологично сесть, как взрослые люди, обсудить. Если с этим человеком приходится дальше коммуницировать, прийти и сказать, давайте так, в будущем так-то, так, так-то, так. Если не подойдет, нам не по пути. Если подходит, давайте за руки, пойдем дальше. Как взрослые люди договариваются. Но чаще всего люди внутренне обижаются, делают вид, что ничего не происходит, но внутри осуждают и что-то еще и так далее. Но все это, все и тайное вот это, рано или поздно станет явным. Ведь за каждой ложью еще 40 лжи притянется. И это все, когда раскроется, потом будет просто больно. Поэтому в моменте возникла ситуация, вы почувствовали, лучше подожди. Вот здесь я что-то не понял. Давай поговорим, чтобы завтра это не копилось. Накопится, потом просто будет развод, разлука большая будет, это будет очень болезненно и так далее. Поэтому, как взрослые люди, сели за стол переговоров, поговорили, решили вопрос. Окей, супер. Давайте перейдем обратно, да, вот к телу в целом, вот какие-то реакции и так далее. Я просто про себя буду говорить, чтобы было понятно, и я думаю, тут интерес будет реально живой. Вот у меня, допустим, часто спину вот тут защемляет. Это грудной отдел, спина, правая сторона. Это подавленные чувства. Например, правая сторона, вы же правша, правая сторона полностью связана с мужчинами. Например, папе хотите что-то сказать, но так как ее от полат нельзя и так далее, вы раз подавили чувство. Чувство Бог дал, и вам нужно по адресу отправить экологично. Не знаете, как отправить, делаете вид, что ничего не происходит. Не отправили, все, это чувство, она там под лопаткой, где-то там в области груди, спина там начинает колоть. Например, у меня бывает так. Я иду домой, и хочется жене сказать, что она молодец, что она с 5 детьми такая стройная, красивая, я ее очень люблю и так далее. Чувства у меня идут, прут прям. Но прихожу домой, она кислая сидит. Я думаю, да иди ты в баню. И пошел спать. И уснул. Утром просыпаюсь, под левой лопаткой боль. Как будто не так спал, что за фигня. По психосоматике это подавленные чувства. Так как, когда я спал, греха не было, а это, значит, перед сном было, я допустил, чувство мне Бог дал и дал адрес. На тот момент моя жена была достойна этих слов, я пожадничал и не упустил. Ну, я решил за Бога, что она недостойна. И в этот момент мне нужно покаяться, признаться, что я вчера допустил и больше не буду. И жене прийти и сказать о своих чувствах. Спину сразу отпускает. Можно вопрос? Вот да. Вы часто уже за этот подкаст много раз сказали, чувства идут от Бога, да? Да. Это, я согласен, я это много раз читал тоже где-то, слышал, видел. Но вот тут есть момент. А как отличить? Вот есть же реакция, когда срабатывает триггер в моменте из-за какой-то ситуации там в прошлом, да? Да. Если как вы отличить? За рамки дозволенности переходите, не экологично получается, то значит это уже не от Бога, это уже от лукавого. Он уже вмешивается и так далее. Но если это за рамки дозволенности, честь, достоинство другого человека, его имущество, тело не касается, то вы просто экологично говорите, как есть. Но если появилась злость, агрессия и так далее, значит, есть какая-то травма. Нужно искать ее, погружать человека, через регрессию находить, где я ему научился, выявлять инстинкт решения. Я правильно понял, позитивные вот такие эмоции, чувства, это вот от Бога, да. А негативные это вот там реакция в прошлом. Негативное тоже идет от Бога. Но вы должны здесь включить логику и, не переходя за рамки дозволенности, экологично донести, сказать: ты на самом деле, когда ты так себя ведешь, меня очень сильно злит, у меня гнев появляется. Ты неправильно поступаешь. Хотелось бы на будущее договориться, чтобы так не было, так-то, 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 так. И когда вы это выразили экологично, не задевая его честь, достоинство, то это нормально. Но если у вас уже за рамки переходит, то там уже включается он. С левой стороны подтягивается и начинает зажигать и так далее. Все отрицательно оттуда идет. Окей. Что такое сомнение? Сомнение – это недоверие судьбе, жизни, Богу. В шариате есть такое выражение, что сомнение от шайтана. Поэтому в моменте, когда ситуация происходит, ты уловил то, что у тебя в сердце, ты действуешь. Может, в моменте это покажется не очень удобным, неприятным, но в долгосрочке это принесет большую пользу. Но если в моменте то, что ты почувствовал, подавил, и начинаешь ссылаться на какие-то анализы, статистики, начинаешь обдумывать, анализировать, и ты пошел не по сердцу, а по уму, в моменте станет легко, классно. Но в долгосрочке это принесет пользу. Вред принесет. И тогда вы будете сидеть и думать: я же чувствовал тогда, что так будет. Бог всегда дает прочувствовать, что правильно, что нет. То есть у нас в сердце есть все ответы. Вопрос просто, мы его не слышим. Мы настолько сильно к материальному привязались, мы настолько много вкладываем во внешний вид, в материальное, в имущество, в родных, близких и так далее, что забыли о своей душе. А душа, она вечная, вот туда надо инвестировать.
Когда душа здорова и ты слышишь сердце, все остальное как побочка притянется. У меня есть один ролик, который набрал 4,5 миллиона просмотров. Он звучит так, что в сердце человека есть одно место. Если вы туда разместите деньги, вы будете испытаны деньгами. Если у вас там будет женщина, вы будете испытаны женой. Если это будет машина, у вас с машиной будут проблемы постоянно. Поцарапал, ударил, украли, что-то сделали и так далее, и так далее. Вопрос, куда все это деть? И чье это место сердце? Сердце – место только для Бога. А куда деньги деть? Деньги должны быть в кармане. Жена должна быть рядом, машина под задницей, в доме ты живешь, дети перед тобой бегают. И их всех, все, что есть, ради Бога любишь. Жену ради Бога любишь. Представьте такой треугольник, и внизу на краях треугольника стоит муж и жена. Если они напрямую друг друга любят, наверху треугольника стоит Бог. Друг друга любят, они будут далеки от друг друга, постоянно будет конфликт. Но если они пойдут через Бога, они поднимаются к Богу ближе, и расстояние между ними уменьшается. Те браки, те дружбы, которые основываются на Боге, они долгие. Потому что обратки нету. Ты ради Бога это сделал и не ждешь. Чаще всего у нас в обществе бывает, муж купил жене телефон, дал ей, чтобы потом отнять. Ну, я же тебе телефон купил, ты что так себя ведешь? Дай сюда, я же тебе купил. То есть дал, чтобы отнять. Поэтому, когда берете подарки, нужно спросить, с каким намерением ты даешь. И подвести его к тому, что если даешь, дай ради Бога. От меня ничего не ждешь. Хочешь подарить? Подари. Но не так, что потом ты будешь этим меня манипулировать. Отвези туда, сделай это, Да. то сделай и так далее. То есть, когда Творец появляется между нами, все становится идеально. Вот на самом деле все легко и просто. Все, что ведь просто, это же про рост же. А все, что сложно, это про ложь. И мы усложняем, и потом ходим, блуждаем, не можем найти себя, ищем предназначение. Потом какие-то диагнозы, проблемы с финансами, взаимоотношения не складываются. А на самом деле просто стать собой, стать на свое место, перед родителями начни играть свою роль, перед женой будь мужем. Я, например, специалист по психосоматике. Но для жены я муж. Я ее не прорабатываю, я ее не разбираю. Я ее консультации к психологу за полгода вперед оплачиваю и говорю, все, пожалуйста. Как муж обеспечил. Хочешь, придешь? Нет, нет. И за 3 года и 8 месяцев своей деятельности я ее только 1 раз, оказывается, прорабатывал. 1 раз. И то так случайно получился. Я говорю, если ты не против, я помогу. Она говорит, да. Я говорю, сделай приятный вдох, закрой глаза. Где чувство? Она говорит, ком в горле. И пошли в детство, нашли, проработали, вытащили, стало легче. И вот, но для нее я не психолог, не специалист по психосоматике, я для нее не учитель, не папа, не брат. Я для нее кто? Муж. Часто бывает такое, что мужики манипулируют своими женами, то есть типа рай под моими ногами. Я же муж. На самом деле, да, на бумаге он муж. А в жизни он ведет себя как имам, как учитель, наставник, папа, брат и так далее. А как женщина с братом, учителем, наставником будет в любовные отношения входить? Никак. Так начни играть роль мужа, чтобы жена обязанности свои выполняла. А ты стань мужем, обеспечь. Самый лучший способ раздеть женщину – это снять с нее всю ответственность. Это самый сексуальный способ. Когда ты с нее ответственность снимаешь, она расслаблена. А когда она расслаблена, там все виды кайфа она будет получать от этой жизни. Ее материальные блага приходят через мужа. И таким мужикам Бог дает. Ведь пророк, мир ему благословение, Бог, он везде говорит, что женщина – это благодать. Девочки – это благодать. У нас в обществе казахи, когда мальчики рождаются, они радуются, когда девочки рождаются, ну, типа, девочка. Вот те папы, которые за девочек радуются, у них материально пипец прет. А те, которые ждали мальчика, ну, что за фигня, недовольны, у них материально всю жизнь будет. Потом они будут надеяться не на Бога, а на своих сыновей. Завтра они вырастут, типа, будут кормить меня, будут обеспечивать, им навязывать чувство вины. А он вырастет с чувством вины, потом будет жену душить. Ты сидишь тут в Стамбуле, чай пьешь, а мой папа с мамой в ауле хлеб кушают. Типа, быстрее кушай чечевичный суп, зачем такие пиды заказываешь и так далее. И начинается там на ровном месте, на бессознательном уровне хаватр. Они не понимают, что происходит. Чувство вины внутри срабатывает. Короче, это... Имам Али ибн Абу Талиб 14 веков назад говорил, что болезнь твоя из-за тебя же самого, но ты этого не чувствуешь. Лекарство твое в тебе же самому, но ты этого не знаешь. Ты думаешь, что ты маленькое тело, в тебе кроется огромный мир, и он называется мир души. И когда мы в душе, в голове не разбираемся, ощущение, что все, что с нами происходит, это судьба. Это не судьба. Это исход наших подсознательных целей. А Бог видит, что у нас подсознание. Поэтому хотите поменять весь мир, начинайте с себя. А вот как вот сейчас вот методологически, вот какие есть ключевые такие действия, которые можно вот сейчас применить, вот просто условно там
8-10 каких-то ключевых таких действий, сонастроив которые, вот как настройки, да, вот так, я вот включу 10, да, как вот на самолет сажусь, 1, 2, 3, 5 рычагов дернул, и мой самолет полетел. Вот что ключевое, самое ключевое? Начать улавливать свои мысли, чувства. Сегодня люди не улавливают свои чувства. Он не понимает, это агрессия у него, злость, обида или страх, чувство вины, он не понимает. Но у него что-то здесь происходит. Первое, уловить свои чувства. И на основе них принимать решения. Отсюда уже плясать. Когда ты знаешь, что у тебя болит, ты знаешь, над чем работать. Да. Но когда ты не понимаешь, что внутри происходит, ты будешь все подряд. Начать отслеживать свое эмоциональное состояние. Первое. Да. Второе, играть свою ролевую позицию. То есть я перед вами кто сейчас? Эксперт. Гость, да. Да, гость. И моя задача играть роль эксперта и гостя. Но если я сейчас буду хозяйничать здесь, говорить, ты стань туда, то сделай это, убери так и так далее, будет не экологично. Поэтому играть свою роль. По отношению к жене я муж. По отношению к 5 детям я папа. Я играю роль папы. Я с ними бизнес там не кручу, а с женой там, как с одноклассницей беседы вести не буду. То есть точно так же, когда у меня есть в окружении люди, я смотрю, ролевая моя позиция какая. Играть свою роль. Третье, расставить все маски по полкам. То есть? Например, вы когда с одноклассниками встречаетесь, вы оделись, там пришли, обычные люди, к примеру, да, вы-то уже как ни крути, везде будете такой, как вы есть, так и будете себя вести. Но основная масса людей, они к одноклассникам придут, братишка, дай пиджак. У меня сегодня встретится одноклассник, машина берет тур, я там с одноклассником встречаюсь, там платье взял, сумочку в аренду взял и так далее. Да. И там она придет в маске, потому что ее знают с 7 до 17 лет, и ей нужно сегодня какой-то образ показать перед одноклассником. Одела маску, как будто успешная и крутая. С однокурсниками она совсем другая. К родственникам мужа едет, она совсем третья. На работе она 4, дома она снимает маску и становится настоящей. И в какой-то момент маски теряются. Очень много людей вживаются в маску. Вживаются в маску, и то, что на работе происходит, они дома рожи делают, важно и так далее. А как понять свое лицо? То есть как определить? Когда ты уже тут в разных масках, здесь, допустим. Да. Здесь, опять же, мы возвращаемся в ролевую позицию, спускаемся, улавливаем свои чувства, они наши или кем-то они были навязаны и так далее. И когда возникает вопрос, и у тебя в голове возникает ответ. Спросите, этот ответ от мамы навязан или от папы, или от общества, или это твое? Если бы взять и технику дать одному человеку, эта техника другому не подойдет. Третий возьмет это и скажет, вообще это чушь. Здесь нужно индивидуально. 4 момент. 4 момент это то, что мы говорили про родителей. С письмами это отработать. И, кстати, в этот момент я дам ту технику, которую я говорил. Родителям что важно по отношению к детям? Да. Это только признание. Угу. Деньги, одежда, то не нужно. Им нужно только признание. Например, отец сидит дома и говорит, сынок, принеси дрова. И сын говорит, папа, мы в Шахристане живем, 9 этаж, отопление, зачем тебе дрова? Он говорит, младший, он говорит, иди сюда. Что надо? Папочка, что случилось? Принеси дрова. Он говорит, все хорошо. Он пошел на улицу, поиграл, туда-сюда побегал, пару веток подъезд бросил, папа сделано. Он говорит, уйди, Джаном, бахтвол. Папе дрова нужны были? Нет. Папе нужно было, чтобы его признали. И каждый раз, когда мы Бога признаем на пятикратной молитве или в других каких-нибудь поклонениях, мы его признаем, ему нужно, чтобы мы его признали. Ему наши молитвы не нужны. И точно так же папе и маме нужно, чтобы мы их признали как маму и папу. Когда мы их не признаем, они в течение дня, ты это делал, это почему не сделал, то это сделай, это туда. Они начинают придираться, почему ты так делаешь. То есть они за счет каких-то косвенных этих агрессий и так далее пытаются компенсировать признание, внимание. Но вы не даете. И чтобы этого всего не было, вам нужно каждое утро просыпаться и сказать, папочка, дайте мне свое благословение. Мама, дайте мне свое благословение. WhatsApp, телеграммом, звонок, вживую, неважно. И каждое утро, когда вы их признаете, они себя чувствуют важными, нужными. И в этот момент папа делает приятно глубокий вдох и говорит, Адам Бог твой. И он сердцем дает тебе благословение. Даже он может ничего не говорить, но внутри его признали, это уже его хватит. И этого будет хватать на то, чтобы они дожили до 80, до 90 лет, когда их признают как маму, папу. Супер. То есть, если вас сейчас не признают как Армана здесь, скажете, что сидишь, воды принеси и так далее. Что за фигня? Подождите. Это не от того, что у меня гордость работает. Кто здесь шеф, иерархия должна быть и так далее, так же не пойдет. Поэтому признание – это момент такой, что
дает человеку играть, опять же, свою ролевую позицию и получить благословение мамы и папы. И поэтому очень важно, чтобы сыночек и доченька перед папой и мамой просто их признавали. Еще один пункт, который до этого тоже проговорили, мне кажется, тоже важный, это вот именно про благодарность, когда вот именно она идет в любом случае. Да. Я вот сам на самом деле недавно только стал практиковаться в этом плане, именно когда ты по-любому, вот у меня это прям идея, она вшилась, короче, реально. Не хочу проверок на эту тему, но, по крайней мере, уже в любом случае, когда что-то идет там не так, ну, как бы ты планировал, то ты такой все равно, вот хорошо, все, Да. слава Богу. Смотрите, ваши ожидания не совпадают с реальностью, которую дает Бог. Когда они не совпадают, у нас с вами проблемы. Поэтому у нас должно быть как у самураев. Есть путь, цели нету. Наша задача идти. Мы должны получать удовольствие от процесса. Результат нас не волнует. Результат придет как побочка. Если ты будешь получать удовольствие от процесса, результат Бог даст. То есть А если мы главный будем критерий. волноваться сейчас за то, что будет с результатом, результат же ему принадлежит. Да. А если результат ему принадлежит, мы ему не доверяем. И когда мы ему не доверяем, он нас результатом испытывает. Поэтому не важно, что будет. То есть Наша задача главный делать. критерий – это получать удовольствие От процесса. от процесса. Да. И это как главная метрика того, что ты на своем пути. Да. Если ты это получаешь, то все. Если тебе это вдруг не нравится, знай, что за счет этого тебе Всевышний делает сильнее, он тебя оттачивает, улучшает и готовит к чему-то лучшему. Поэтому во всех ситуациях есть благо. То есть у нас с вами на фоновом режиме должно быть во всем благо. Убеждение. Прямо убеждение, во всем благо. Прилетел шапалах, ну благо в этом, так должно быть. Раз что-то потеряли, в этом благо, не получилось благо. Даже кредиты, долги, которые у вас есть, если они у вас есть, это благо. Но как разумный человек вам нужно признаться и сказать, я больше так не буду. Покаяться. А после того покаяния вы начинаете действовать, и А что такое долги? это нездоровое состояние, потому что у людей с долгами молитвы, их просьбы не принимаются. Долг человек почему берет? Потому что он недоволен тем, что у него есть. У него внутри сидит детская позиция, что ему все должны. И когда у него не получается брать мирское удел от Бога, он идет у людей, просит и тем самым погрязает в грехи, в долги и так далее. Поэтому нужно вырасти. Если нету, не получается, спросить, что не так. Пойти у более знающих людей, смотреть, бегать, искать, двигаться, довольствоваться тем, что есть. И вот те, кто довольствуется тем, что есть, но, к сожалению, сейчас общество, сейчас в пробку выйдешь, 90% машин в кредиты, в долгах, в залоге. Мало кто берет за кэш, мало кто доходит до уровня и реально это берет за настоящий. Все как будто в масках кажутся и так далее. Чуть тряханешь, маски слетают. Я же специалист по психосоматике. Да. И мы все, что связано с психологией, прокрутили, но о психосоматике не остановились. Психосоматика – это диагноз, это болезнь. У этой болезни есть эмоциональный блок. И я сейчас топ-5 болезней скажу, чтобы люди разобрались. Все супер, давайте. К примеру, высокое давление, голова болит. Это люди, которые страдают головными болями, их не просят, они всем помогают. То есть они поддерживают людей в слабости. То есть если хотите, чтобы голова прошла, перестаете людям помогать. А если помогаете, то ради Бога, только с разрешением другого человека. Если давление низкое, то жизнь неинтересна. Черно-белое кино, опять 25, и вот люди в таком состоянии, у них давление падает. Если мигрень, голова болит, то это человек не живет свою жизнь. Он в тени у мамы, у папы, у мужа, у жены, он свою жизнь не живет. В тени у партнера своего или у друга кого-то. То есть человек живет не свою жизнь. К примеру, почки регулируют водный баланс. В воде хранятся чувства и информация. Человек, который отодвинул свои чувства назад и кому-то угождает, у таких людей почками проблем. Сейчас у каждого второго болит поясница. Боли в пояснице – это талия, крестец. В этом треугольнике боли говорят о том, что у человека есть страх бедности. Он в материальном плане переживает, вдруг не хватит, как дальше жить и так далее, и так далее. Что еще? Женские заболевания – это больше всего обиды на мужа. То есть киста на яичниках, киста – это нарост, который смягчает удары, которые идут от вашей половинки, от мужа. То есть он физически или эмоционально как-то тиранит, агрессии и так далее. Чтобы по вашей женской части это больно не было, нарастается киста и смягчает удары. То есть все, что по-женски, это обиды на мужа. Какие еще есть болезни, которые сейчас беспокоят людей много очень? Шея болит. Это люди упрямые. Это люди, которые не умеют подстраиваться под жизнь, не проявляют гибкость, они в позу стали и все. А колени болят у тех, кого тяжело убедить. Вспомните просто в окружении там, маму, папу, дядю, кто-то там, у кого колени болят, им фиг что докажешь. Они говорят, я знаю, хер ты меня убедишь.
И вот и за каждой болезнью стоит определенный эмоциональный блок. То есть у тех, у кого панкреатит, это гиперопека, у кого варикоз, они не знают, они знают, как делать, что делать, они все весь бизнес-план шарят, но боятся, вдруг не получится, вдруг завтра я там на одну точку упаду, и все будут надо мной смеяться, и не решается. И вот эта нерешительность идет к варикозу. Ну, что еще? Зубы или акне, да, у молодежи прыщи появляются. Прыщи появляются у тех людей, которые физически себя не принимают. Они смотрят на зеркало и говорят, что-то не там, здесь не то, это не так, вот у нее такой, а у меня такой. И вот это сравнение, непринятие себя в физическом уровне, организм окисляется, и прямо на визитной карточке прыщики появляются. И пошло дальше, поехало. И его неблагодарное состояние будет дальше притягивать, потом он будет не принимать прыщи, осуждая себя за прыщи, и на прыщи снова прыщи, и все лицо прыщаво. 8 правых зубов в нижней челюсти, конфликт с папой. 8 левых зубов в нижней челюсти говорит о том, что человек любит уточнять, конкретизировать, точно, конкретно, там, переспрашивать и так далее. 8 правых зубов в верхней челюсти, человек не может направление найти в этой жизни. 8 левых зубов в верхней челюсти говорит о том, что человек не умеет высказывать свои эмоции. Он не умеет выражать себя, он постоянно так раз затормозил и так далее. И точно так же горло, грудь, мастопатия, псориаз, экзема, давление, там, запах ног, волосы выпадают, глаза болят, уши стреляют. Там. Все, за всем этим стоит эмоциональный блок. У нас в конце мы всегда от гостя дарим что-то. Ну, для аудитории за то, что ребята, как всегда, пишут инсайт, и как они его будут внедрять в жизнь. То есть мы поощряем красавчиков, которые тут не просто сидят, час там смотрят, залипают, а что-то хотят менять, что-то хотят делать. Вот такую аудиторию я собираю. Что мы можем дать этим людям? То есть сегодня час консультации у меня стоит 200 тысяч тенге, и можно будет подарить консультацию кому-нибудь. Я не знаю, как вы это сделаете, разыграете или что-то еще. То есть мы разыгрываем от вас одну консультацию. Да. И можно будет еще у 5 моих топовых учеников можно будет бесплатно проконсультироваться и получить проработку. Супер. Итого у нас 6 подарков, да, по 6 сути, где подарков. 1 это вот личная консультация у Нурлана, и 5 это у учеников Нурлана. Ну, по сути, то же самое, просто, Техника, ну, грубо говоря, ну, Нурлана же время тоже ограничено, Да. поэтому тут, по сути, 6 комментариев реально могут выиграть. Поэтому, ребят, все, пишем комментарии, оставляем свои мнения, как вы будете это внедрять. Мы будем с командой отбирать лично по самым таким классным комментам. И здесь еще один момент. Всем, кому вы желаете добро, кого вы любите, я думаю, они должны посмотреть этот ролик, чтобы они у себя внутри разобрались. Да. Поэтому делитесь, рассылайте. Я только за. Отправляйте этот ролик, он действительно, мне кажется, получился вот на 99% из твердой, крутой, полезной информации, потому что, ну вот я просто сидел, думал, офигеть, вот это плотность, я давно такого не чувствовал, поэтому большую благодарность выражаю от души, поэтому пусть этот подкаст реально станет очень-очень полезным для большинства людей. Дай Бог. Аминь.